Семья наша состояла из 4 человек. Значит, брат старше меня, он 31-го года рождения, и мама, и папа. Папа работал на заводе «Арсенал». Мама была домохозяйкой. Вот на этот период так. А где вы жили? На улице Толмачева, дом 3, квартира 8 в Ленинграде. Каким было начало войны вот для вашей семьи, для вас Очень лично? хорошо помню. Вышла из подворотни нашего дома. У нас там недалеко стоял ларек. Люди пили пиво. И вдруг пролетает самолет. Еще как бы мы не очень... Я тем более не очень поняла. А когда я стала возвращаться, то я куда-то все-таки шла, но не помню куда. Когда я стала возвращаться, я у ворот нашего дома обнаружила сверток, где находились деньги по 3 рубля, около 100 рублей. Около сотни этих трешек. Кто-то, видимо, в расстройстве, кто-то потерял. И я подобрала просто из того, что он валяется. Пришла домой. Вот родители были дома. И узнала о том, что папа уходит на фронт. Еще не понимая, что это такое, но я очень плакала. Ну что, любила своего отца очень, любила. Ну а потом ушел он, и мы остались вот втроем. Потом вы понимаете, что наступило через какое-то время вот бомбили, и блокада. И напротив, во-первых, мы же жили в центре, это недалеко радиокомитет. Это все театры здесь. И напротив нас дом был разбит. Сначала спускались мы в подвал, а потом мама сказала, никуда не пойдем. Что будет, то и будет. И мы уже жили дома. Но наступил голодный период. Мама болела. Но в этой же квартире жили мои дядя и тетя. Это сестра моей матери и брат моего отца. В этот день у меня брат ушел за хлебом. И вернулся, то есть не вернулся, а его соседи, у нас 30-квартирный дом был, принесли на руках с кусочком вот хлеба, немножко так подкусанный, и положили на диван. Мама это все видела. Ну, он, не приходя в сознание, так и умер. И она начинала тоже стонать ночью. А я с нею была. Я встала, пошла вот к тете и говорю, я боюсь, мама охает. Когда я пришла к ней вечером уже в 1 часу вернулся дядя с работы. Он на этом же заводе работал на Арсенале. И когда зашел в комнату, сказал вот такие слова. Нюра укатила. Ну, это случилось в этот же день, когда и брат умер. А какое это было число? Это было 28 января 1942 года. Через 12 дней пришел папа с передовой. И он увидел вот эту всю картину, поскольку захоронения не было. Он пришел на какое-то время. Шинель у него была простреленная. Значит, мой дядя и сосед наш, Иовлев, вы, наверное, слышали такой, Александр Иовлев, в радиокомитете работал у нас. Это его отец, но Саша-то Иовлев родился позже. Вот они завернули в простынь брата и маму и увезли. Так что куда, я опять не знаю. Я не знаю места захоронения. Вот так осталась я одна, но в присутствии родственников.
У тети была маленькая девочка Нина. Она родилась в октябре 41 года. И я там как бы еще присутствовала при том, что я эту девочку могла подержать. Я ходила за питанием через канал Грибоедова, была кухня. Там, по-моему, улица Швецова была. Вот что-то приносила. А в нашей квартире жил еще заместитель, не заместитель, а, по-моему, он назывался газета «Вечерний Ленинград». Он был, не первым лицом, Муравьев. Александр, отчество не помню. Ему тоже приносили какие-то не продукты, а скорее что-то, какие-то порции приносили. И бывало так, что оставляли на столе, на кухне. И, знаете, ребенок голодный, но я не могла этого сделать, чтобы я что-то могла съесть чужое. То есть так воспитаны были, хоть и голодные были. Могу только сказать, что у нас вообще был неплохой дом. И у нас жили в доме воеводины, фамилия такая. Мне кажется, у них семья была связана вот с 28 панфиловцами. Потому что единственный, даже 2 раза они меня пригласили и накормили гороховым супом. Ну, я не знаю, я бы могла тоже не выдержать. Вот такой вариант, общения и внимания соседей, я хочу сказать, что никак нельзя пропустить. А потом соседи мне так стали настроили меня, что мне надо уходить в детский дом, что сложно остаться. И я ушла в детский дом. Это было на Щербакова, улица Щербакова. Там был приют, сначала там собирали. И вот в этот приют как раз папа пришел ко мне. Пришел. Был очень недоволен, что я ушла. Недоволен. Ну, наверное, он не понимал всей сложности моего положения. Там ребенок был маленький все-таки. Мне приходилось такую немощную еще и нянчиться с ребенком. Потом нас распределили уже на Плеханово, уже в детский дом. И 14 июля 1942 года нас через Ладогу вывезли в Ивановскую область. А вот отец как раз 14 июля 1942 года и погиб. Я уезжала, а его смерть наступила именно в этот день, когда я уезжала. Он обещал прийти, но не пришел. А вы знаете, при каких обстоятельствах, что произошло? Я скажу вам, что у него друг, он моряк, и он получил письмо его товарищей, что его ранило в горло. И он, естественно, погиб. А вы сказали, что вы ушли, потому что приходилось нянчиться с ребенком. Вы имели в виду ребенка Моей тети. Тети? Да. Она я ушла в мае, и она в мае умерла, эта девочка. Умерла. То есть, там, сами понимаете, матери кормить было нечем, а то, что кухня давала, видимо, недостаточно, конечно, для ребенка. А решение об эвакуации, оно кем все-таки принималось? А вы знаете, это практически мое было желание, да, мое желание было. Так соседи, мне просто, я хочу сказать, что, видимо, их влияние больше послужило. Родственники не очень хотели. Мое желание было. И больше никого не спрашивали. И я пришла с какими-то документами. Вы помните, как это было, как вы ехали? Куда? В Ивановскую. А как же? Нас перевезли. Значит, заселили в вагоны. Какую-то нам дали пищу типа солонины. Ну, кстати, надо сказать, что как мы ехали, мы же на барже ехали. И перед нами баржа одна уже пошла ко дну.
Ну, никакого страха, никакого волнения. Вот какая-то отрешенность была. Вот я сейчас помню свое состояние. И когда мы доехали, нас поселили. Потом нас повезли уже в вагонах. И когда в Ивановскую мы приехали, нас опять везли в каких-то маленьких вагончиках. Комсомольский район, село Мытищи.